удобную операционную систему с обширным и полезным функционалом, компактный дизайн, хороший комплект поставки, качественные стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, отличные возможности для съемки. И это только малая часть того, что из себя представляет модель под названием Tecno Camon 30S Pro. Перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно провожу розыгрыши. Условия в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Начнем. Распаковка. Поставляется смартфон в хорошо оформленной упаковке с названием и краткими характеристиками модели. Упаковка отличная, как и комплект поставки. В комплекте закаленное стекло, беспроводная зарядка, противоударный чехол. В общем, все включено, причем за доступную стоимость. Руководство пользователя, гарантийный талон, сам смартфон, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, блок питания на 45 Вт и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Весит смартфон 192 грамма, а размеры 165 на 75 на 7,8 мм без блока камер. Далее. Camon 30S Pro имеет такие расцветки, как звездный серый, жемчужное золото и зеленый хамелеон. Отмечу, что в расцветке зеленый хамелеон тыльная часть корпуса меняет цвет под воздействиями ультрафиолетовых лучей, и выглядит это дело очень интересно. Тыльная часть смартфона в расцветке жемчужное золото выполнена из эко-кожи, рамки пластиковые, а с фронта экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Материалы хорошие с учетом стоимости, а также модель удостоилась защиты по стандарту IP54 и технологии Aqua Touch для работы с экраном, даже если на нем есть вода. Дизайн модели современный и выглядит смартфон привлекательно. Из особенностей хотелось бы выделить кольцо с насечками в области блока камер, хорошую эргономику и минимальные рамки у экрана. В руке лежит 30S Pro комфортно, и рука во время использования не устает. Все благодаря небольшому весу, тонкому корпусу и компактным размерам. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и даже эко-порт, что для многих будет полезным дополнением. Как и наличие красного светового индикатора для оповещения около блока камер о входящем вызове, заряде аккумулятора, записи видео и не только. Что касается динамиков, качество звука радует. В настройках можно найти предустановки звучания под разные сценарии использования и интеллектуальный режим. Вибромотор тактильно приятный и мощный, как для подобного веса и габаритов. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем типа водопад с диагональю в 6,78 дюйма, разрешением 2436 на 1080 пикселей. Плотность пикселей в 394 ppi и частота обновления экрана максимум 120 Гц. А в настройках можно выбрать 90-60 Гц и автоматический режим. Цветовая гамма 100% DCI-P3, глубина цвета 1,8 миллиарда цветов. Матрица 10-битная и контрастность 5 миллионов к 1. Яркость экрана 1300 нит, чего достаточно для комфортного использования даже в солнечную погоду на улице. Частота шима 2160 Гц, показатели шима хорошие, выше 17%, шим не поднимается, глаза от экрана не устают, ко всему экран имеет сертификацию защиты от синего света. Удобно, что есть режим высокой яркости, настройка цветопередачи экрана, персонализация интерфейса, поддержка технологии Always On Display с полноценной работой и функции Dynamic Port для отображения различной информации с помощью анимации в области фронтальной камеры. Мультитач есть, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Сенсорный отклик во время повседневного использования хороший, серфить в интернете, читать статьи и тому подобное комфортно. Перейдем же к железу. Процессор установлен MediaTek Helio G100 с техпроцессом 6 нанометров с двумя ядрами Cortex A76 частотой в 2,2 ГГц и 6 ядрами Cortex A55 частотой в 2 ГГц. Графический процессор Mali G57MC2, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, расширить ОЗУ возможность есть, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ, операционная система HiOS 14 на базе Android 14 версии, система в использовании удобная, интерфейс выглядит приятно и лаконично. Данная модель хороший выбор как для второго рабочего устройства или как смартфон для подростка. Camon 30S Pro — сбалансированный смартфон, который закрывает все потребности пользователя. Из полезного в настройках можно обнаружить Android
авто, игровой режим, переводчик Ella с поддержкой русского языка, плавающие окна, смарт-панель, смарт-хаб для передачи контента между приложениями, детский режим, родительский контроль, цифровое благополучие и еще большое количество полезных функций. Система безопасности для разблокировки смартфона имеет сканер отпечатков пальцев, внедренный под экран, функцию распознавания лиц и стандартные способы разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает шустро и корректно, что можно сказать и про функцию распознавания лиц. Биометрические данные можно внести одного лица, а отпечаток пальца можно завести 5 раз. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей, 3G сетей и 2G сетей. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, связь Smart ловит отлично, по Wi-Fi все работает стабильно и хорошо, датчик приближения во время звонков не подводил. NFC модуль в наличии, на данный момент для оплаты NFC модулем можно устанавливать MirPay. По навигации смартфон использует такие спутниковые системы, как GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. GPS-тест показывает точность в 1 метр. Далее, что касается минусов. Нет мини-джека, также нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Качество звука, несмотря на то, что хорошее, все же перекос по громкости между верхним и нижним динамиком присутствует. Закругленный экран выглядит футуристично, но искажения изображения по краям могут доставлять дискомфорт. Емкость аккумулятора 5000 мАч, 30S Pro поддерживает быструю проводную зарядку до 45 Вт, беспроводную зарядку до 20 Вт и даже обратную беспроводную зарядку. Заряжается смартфон от родного зарядного устройства от 0 до 100% в среднем за 55-57 минут, что довольно быстро. Смартфон имеет два режима скорости зарядки. Это умный режим с интеллектуальной регулировкой скорости и низкотемпературный режим. Ко всему в настройках есть обходной режим для питания напрямую от адаптера на материнскую плату в обход аккумулятора и защита во время зарядки на базе искусственного интеллекта. Что касается автономности, в PC-марке смартфон выдает 8 часов 11 минут. Тест я проводил на 100% яркости с принудительными 120 Гц. Результат впечатляющий. За час просмотра видео на YouTube уходит 3-4% заряда, в играх же за час уходит в среднем 25% заряда в зависимости от игры. В игровой панели можно выбрать один из трех режимов работы: сбалансированный, производительный и режим энергосбережения. Помимо этого в панели присутствует еще некоторое количество вспомогательных функций, которые способствуют улучшению опыта использования смартфона в играх. Перейдем к тестам. Результат прогонки в тротлинг-тесте на 100 потоках при 60 минутах вы видите на экране. Смарт показал хорошую стабильность. В Geekbench 6 сингл-коре 734, в мультикоре 1971 и в GPU-скоре 1441. В Antutu устройство выдало 435 тысяч попугаев, Storage тест показал 49 тысяч. Теперь перейдем к камерам. С тыльной части установлено 3 сенсора и LED-вспышка. Основной сенсор — это Sony IMX896 на 50 мегапикселей с оптостабом и цифровой стабилизацией, апертурой в 1,88, фокусным расстоянием в 23 мм и максимальным разрешением для видеосъемки 2К 30 FPS. Также есть 1080p 60 FPS и ниже. Далее есть AI-сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальный сенсор на 50 мегапикселей с цифровой стабилизацией, автофокусировкой по глазам и максимальным разрешением для съемки видео 2К 30 FPS. Плюсом можно отнести улучшенные алгоритмы передачи цветов, технологии AI-GC портрет, AI-ластика, режим двойного видео, ночной режим, про-режим и другие вспомогательные функции режима. Первый пример. Видеосъемка на основной сенсор с разрешением 2К 30 FPS, съемка на улице, стабилизация отрабатывает отлично, цветопередача хорошая, да и детализация на достойном уровне. Второй пример. Основной сенсор, предметная съемка в разрешении 2К 30 FPS на улице. Автоматическая фокусировка работает плавно и без сильных рывков при смене с крупного плана на общий. Третий пример. Статичная видеосъемка общего плана в помещении с искусственным светом. Смартфон хорошо фокусируется на лицах людей, ничего не смазано, цвета приятные, изображение довольно объемное. Четвертый пример — это видеосъемка на фронтальный сенсор в статичном положении с разрешением 2К 30 FPS. Такой же формат съемки, как и в прошлом примере. Далее. Фотографии имеют хорошую детализацию и приятную цветопередачу. Камеры хорошо справляются с работой в темных и светлых участках. Думаю, в примерах фотографий и так все прекрасно видно. Плюс за то, что есть 100-мегапиксельный режим, фильтры, функции для помощи при фотосъемке и не только. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Резюмирую. Из плюсов. Для меня я выделил стильный и запоминающийся дизайн, комфортную эргономику, AMOLED-экран с качественным изображением, хорошую производительность, операционную систему, отличную автономность, комплект поставки с качественным чехлом, зарядкой и фирменной беспроводной зарядкой, а также возможности видео и особенно фотосъемки. Смартфон однозначно хорошо сбалансирован по всем моментам и достоин вашего внимания. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!